Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, события продолжают развиваться по очень интересной спирали. Сейчас я вам объясню, и мы поймем, разберемся, а в чем же тут дело? Кого тут имеют? Итак, разберем все это дело сначала. Спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус, это я немножко повторюсь, Россия должна до конца этих суток определиться с ответом на ультиматум по прекращению огня на 30 дней. Цитата. «У нас есть еще 12 часов до конца дня». Время идет на часы. И это, это не говорит какой-то шлепер, это говорит официальный представитель правительства Германии. И если этого времени не будет, если до этого времени не будет соблюден режим прекращения огня, европейская сторона начнет подготовку к санкциям. Это выглядит уже однозначно как ультиматум. Чуть позже. Я просто сейчас раскручиваю, как это все выглядит. Приблизительно похожую вещь заявляют у кого? Правильно, у Макрона заявляют абсолютно ту же самую вещь. Значит, Макрон дал Кремлю время до конца дня, чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня. В противном случае что? Новые санкции. Угу, понятно. Трамп. Вот с Трампом тут наиболее интересные вещи. Сейчас мы просто посмотрим, что они тут заявляют, а потом разберемся. Трамп. Предстоящая встреча России и Украины в четверг имеет большое значение. Она может принести положительные результаты. Но вы скажете, ну и что, так Путин же хотел, чтобы делегации там встретились. Проблема же в следующем, ребята. Туда летит Зеленский. А Зеленский хочет встречаться с Путиным. А Трамп говорит, ну да, это же встреча важная. Что, Путину теперь не ехать? Или ехать? А? Дальше. Просто вот действия, которые происходят сию минуту. Германия готова поддерживать Украину, в том числе и оружием. Но мы ограничиваем информацию о конкретных системах вооружений. Это будет касаться и систем Таурус. То есть, это тоже представитель правительства ФРГ Корнелиус. То есть он сказал фактически здесь, если вот перевести на общепонятный, что мы будем поставлять Тауруса, а может уже поставляем, хрен его знает. Но предупреждать никого ни о чем не будем. Вот когда прилетит на голову, ну тогда и поймете, что это был Таурус. Угу. Кстати, от Storm Shadow и от скальпов у рашистов зуд до сих пор. Хотя у нас их немного сейчас, но у них зуд постоянный от этих Storm Shadow и скальпов. Да. А Таурусы, говорят, более грозное оружие, чем скальп или Storm Shadow. Дальше. Это не все. Это вот такая оболочка из того, из чего слагается на сегодняшний день политика. Дальше. Трамп пообещал европейским лидерам поддержать их ультиматум Путину и ввести новые санкции против России, если путинский режим откажется от 30-дневного прекращения огня, сообщает Bloomberg. Ага, значит, получается, что санкции будут еще хуже, чем ожидал Путин. Это не будет только со стороны Евросоюза. Хотя я всегда подчеркиваю, что больше всего путинскому рейху страшны санкции именно со стороны Евросоюза, потому что наибольшее торговые отношения и торговля самая большая была с Евросоюзом. Поэтому самый плохой вариант. Великобритания новые санкции уже ввела, возможно, еще введет. Вот, Евросоюз вводит, если вот до конца дня, сколько там уже часов осталось, Россия не поддерживает перемирие. И вишенка на торте. Ну и Штаты тоже вводят новые санкции. Как самый мощный игрок. Подождите, еще не все. Вишенка на торте. Я подумываю о том, чтобы улететь навстречу в четверг в Стамбул. Трамп. Упс! Да, это уже, ребята, вообще, это уже удар ниже пояса. Вот этого уже Путин не ожидал, его шайка. Трамп тоже собирается навстречу в Стамбул. Стоп. А теперь как это все будет выглядеть? Вот посмотрите со стороны скрипозавров и ватопитеков, проживающих на территории Балатостана. Значит, их верховное пуйло сообщило, что шлет делегацию в Стамбул.
Это инициатива Рашки. И не хочет поддерживать мирного урегулирования, перемирия на 30 дней. Да? Вот так это выглядит. После этого Зеленский говорит, окей, хорошо. Окей. Но в таком случае я еду в Стамбул, будем говорить. Нет смысла, значит, там третьеразрядных чиновников посылать туда, чтобы говорить ни о чем. Я, вот Путин. Плюс делегация, понятно, советники, министры какие-то. Садимся друг против друга и дискутируем. Упс, тут уже Путин начинает чухаться. И в Кремле начинают чувствовать себя неуютно, потому что, ну, во-первых, он трус, он же боится. А вдруг его арестуют, а вдруг не долетит, а вдруг вы что там, чемоданчик там не готов, еще что-нибудь. Короче, у них начинается там бурление и движение на Кремле, да? Вот. После этого сразу следует европейский ультиматум. Что Зеленский до этого говорил? Что с 12 числа, то есть с сегодняшней ночи, нужно прекратить огонь. Прекратить огонь полностью. Путин говорит, не, мы прекращать огонь не будем. И тут же грозный такой окрик, такая оплеуха, просто на отмашь, только лось по роже. Значит, Евросоюз, мы введем санкции, если к 24 часам 12 числа не будет никакого прекращения огня. Тут же то же самое заявляет Великобритания, то же самое заявляют Соединенные Штаты Америки. Это уже совсем плохо. Это уже плохо, это новые санкции, причем за соблюдением этих санкций, поверьте мне, будут очень пристально следить. Их не вводят просто так. Почему? Потому что тут Трамп уже ставит свой авторитет туда, а ему нужен этот мир любой ценой. Он пытался давить на Зеленского, понял, что это дело дурное. Все, что можно выдавить из Зеленского, он уже выдавил до этого времени. Плюс мы подписали договор о полезных ископаемых. И Трамп совершенно не хочет, чтобы Путин мешал развитию этого договора, да? И тут Путин начинает что-то там кочевряжиться. Ну, так, естественно, Путина будут множить на ноль, экономически, понятным делом. Вот. И тут Путин, он попадает в такую очень неприятную ситуацию. Не объявишь о начале перемирия, тебе накидают санкции по самое некуда. По всей видимости, это заготовка. Все, что сейчас происходит, я вот с этого хотел начать, ребята, это была заготовка. Вот когда Макрон несколько раз звонил Трампу, когда Стармер звонил Трампу, когда Дуда звонил Трампу и говорил с ним, и когда, конечно же, Мерц то же самое звонил Трампу, причем Макрон это делал несколько раз. А это не просто так было, ребята. Вот это все, то, что сегодня происходит, это все утрясалось. Это не спонтанное движение, вы же видите. Потому что тут идет первое, второе, третье, четвертое, пятое. Просто все расписано. И Путин, получается, болтается, он не успевает на один вызов ответить, когда уже другой летит. И у Путина здесь ситуация луз-луз, да, то есть и так проигрыш. И так плохо, со всех сторон плохо. Вот, то есть видно, что это все заготовочка. И вот то, что они сидели с Зеленским, получается, 4 европейских лидера здесь в Киеве, и они это все оговорили, все это, как говорится, известно заранее, все, что происходит. Они эти все шаги Путина предвидели заранее. То есть, что Путин сейчас не сделает, он оказывается в содержимом своего чемоданчика. Вот так вот. Да. И получается, что, значит, он, если не идет на перемирие, соответственно, ему накидывают санкции. Денег у него и так нет. Видите, что с вышками нефтяными происходит. Их нечем ремонтировать. Все это заваливается. Экономика падает. Полная задница. Военная промышленность больше не вывозит. Это уже очевидно. Нефтяным доходом швах. За газовые даже вспоминать не буду. Вот так. А расходы растут на войну, только растут. С каждым днем растут все больше. Спрашивается, откуда брать деньги? Вот я что же об этом. Деньги брать неоткуда. Соответственно, у него получается ситуация какая? Вот он сейчас говорит, да, окей, я тоже согласен на перемирие. Тут же и воины местные, ура-патриоты говорят, ну это вообще пипец полный. Ты что, дебил? Это Зеленский тебе, который ты говорил про него всякие гадости, что он нелегитимный, что он там наркоман, что там эти придурки еще не говорили. Значит, он тебе, значит, вынудил тебя пойти на это перемирие, он тебе раком поставил. А если Путин этого не делает, ему вводят санкции, действительно ставят уже раком по полной программе, такую коленопреклоненную позу, и всандаливают ему швабру, как в лучших традициях российских тюрем, да?
И он там на этой швабре потом скачет, потому что денег нет, а держаться ніяк. Понятно, да? Это первый момент. Это скажите мне, с перемирием. А с переговорами теперь. Он сам инициировал, он сам себя загнал, собственно, в торбу. Он сам инициировал, я не хочу этого самого, хочу переговоры. Переговоры в Стамбуле он инициировал. Он. Ну и тут Зеленский его просто сделал как пацана, просто отымел его во все возможные щели. Значит, Зеленский говорит, окей, хорошо, я лечу. Я лечу. Такой Путин, нет, что я не полечу к Зеленскому, я не готов. Тут такой Трамп, так я тоже лечу. Упс, опять Попадалова. Опять ура, патриоты, Z-патриоты, это все ватапитеки, эти скрипозавры с одной извилиной в голове. Они сейчас начнут выть, как отымели ихнего национального нацлидера. Многоходовочника, летающего стерха, который теперь плетется за всеми и вынужден выполнять условия. Ну или получать санкции, становиться подсанкционным, плюс Украине дают оружие. Это уже очевидно. Ракеты дают. Ракеты, точнее, уже дали. Плюс еще к ним Таурусы будут. Это американские ракеты. Еще будут немецкие ракеты к этим ракетам. ПВО разбито нахрен. Мы видели прекрасно. Те ракеты, они дроны не в состоянии там остановить. В Московской области. Вы о чем? Те ракеты. Что там они сбить в состоянии? Только пульнуть по балкону 9-го этажа, где там по панельке. Не в состоянии. Вот, и все плохо, все реально плохо у них. И теперь путинская это вот, да. А теперь путинские же эти Песковые, это как ее там, Машка с ним этой башкой, начинают пищать. Россия такая страна, которой нельзя ставить ультиматумы, мы великие, мы могучие. Великие, могучие, да? А теперь получается фигня такая. Значит, не присоединишься к перемирию — санкции. Присоединишься к перемирию — тебя нагнули и отымели. А в случае санкций еще хуже отымели. Полетишь в Турцию, тебя отымели, ты чмошник, тебя там это самое, ты же должен быть великий и могучий. Не полетишь в Турцию, вообще обвесят санкциями, обвинят во всем. Украине дадут оружие, ракета прилетит по Красной площади, лупанет по мавзолею, долбанет туда прямо по бункеру. Все это завалится нафиг. И у них будет революция в результате.